Всем привет на канале Favorite Fishing. В этом обзоре мы поговорим о обновлении одной из самых значимых моделей Favorite — Bluebird. Кто не в курсе, синяя птица — это линейка микроджиговых удилищ и один из наших бестселлеров. Синяя птица появилась во время зарождения Favorite и не утратила актуальность до сих пор. Но все же мы решили полностью переработать линейку, потому что время не стоит на месте, технологии тоже, наш опыт увеличивается, и также увеличивается опыт рыболовов, особенно в таком популярном направлении, как микроджиг. Мы полностью изменили подход к созданию модельного ряда. Я уже рассказывал об этом в обзоре о Whitebird, где-то здесь должна быть ссылочка, советую обязательно его посмотреть. Но повторюсь и в обзоре о Bluebird. Мы решили пойти от обратного. Разложили всю микроджиговую ловлю на различные ситуации и условия и сделали удилище, каждое из которых идеально подходит для какой-то особой ситуации. Таким образом, теперь мы имеем модельный ряд удилищ, который перекрывает все возможные условия ловли микроджигом и легким джигом. Но в то же время в нем очень легко ориентироваться. Теперь вам не нужно будет думать, выбрать вам солид или тубуляр с одинаковой длиной. Просто решите, в каких условиях какую рыбу и на какую приманку вы будете ловить, и в нашем модельном ряду найдется спиннинг, который будет ответом на ваш вопрос. К модельному ряду подробно мы еще вернемся, а сейчас что же обновилось в Bluebird? А обновилось абсолютно все. От старого Bluebird осталось только название. Новые бланки более легкие, жесткие и чувствительные. Самое главное, заточенные под определенные условия. Карбон остался прежним, Skyflex 30 тонн. Меня уже несколько раз спрашивали в соцсетях, за счет чего же выросла чувствительность, если карбон остался тот же. За счет опыта. За годы существования Favorite мы немножко поднаторели в спиннингостроении, да и технологии не стоят на месте. То есть производители карбонов и припрегов выпускают новые материалы, новые припреги с той же модульностью, но более тонкие, с меньшим содержанием связующего. Поэтому одна цифра модульности карбона на самом деле ничего не говорит. Кстати, у нас есть планы снять видео на эту тему. Если вам это интересно, пишите в комментариях. Но факт, бланки нового Bluebird намного чувствительнее, чем бланки старого. Фурнитура также обновилась. Теперь мы используем тонкие вставки аналог Торзайт. На более легких моделях стоят однолапые кольца типа AT. Соответственно, вся система колец стала легче, что разгружает бланк. Дизайн можете оценить сами. Скажу только, что рукоятка получилась очень эргономичная. Этот маленький скошенный форгрип позволяет класть палец на бланк и при этом служит упором, если это необходимо. А чехол простой и функциональный, из ткани Oxford на липучке. Классика. Теперь поговорим о модельном ряде. Сразу скажу, что во всех микроджиговых линейках теперь он будет очень похожий. Поэтому, если вы захотите проапгрейдиться с Bluebird на какое-то более дорогое топовое удилище, выбрать модель будет очень просто. Итак, самая легкая модель в линейке 682 SULS. Длина 2,04 метра, тест до 5 грамм. Это ковырялка для ловли под ногами. Преимущественно окуня и преимущественно на пассивные приманки, всякие рачки, червячки. Это не мормышинг в чистом виде, это еще микроджиг. Но ловля на самые легкие веса, самые мелкие приманки. Удилище оснащено вклейкой, она очень информативная и отлично подходит для анимации всей этой мелкоты. 732 ULS. Длина 2,21, тест до 7 грамм. Это классическое удилище для ловли окуня, преимущественно на пассивные приманки. Тоже солид. Вклейка высокомодульная, достаточно строгая, хорошо подходит для активных анимаций и различных пунктирных проводок.
Вклейка достаточно чувствительная, что важно для передачи аккуратных поклевок, но не дубовая, не рвет губы окуню. 762 УЛ-Т, 2,30 до 7 грамм. Это классический микроджиговый универсал, тубуляр. Такое удилище есть в ассортименте практически любого японского производителя рокфишевых удилищ. Эта модель отлично подходит для классического микроджига, самые рабочие веса 2-5 грамм. Если вы хотите попробовать микроджиговую ловлю, советую начать именно с этой модели. Следующее удилище 732 ЛТ. Это уже Light, длина 2,20, тест до 12 грамм. Кончик тоже тубуляр. Это удилище отлично подходит для ловли с лодки или на маленьких речках и озерах. Там, где не нужен дальний заброс, где заросшие берега и где нужно манипулировать удилищем. Основные рабочие веса от 5 до 10 грамм. Это удилище за счет его более модерейтового строя также отлично подходит для ловли на воблеры. Мелкие миножки, кренки, поверхностники. Если вы хотите ловить как микроджигом, так и голавля на воблеры, то это удилище отлично вам подойдет как универсальное. В новую линейку также мы добавили два береговика, так востребованных на современных береговых соревнованиях, будь то дикий водоем или щучий платник. Более легкая модель 802L, длина 2,44, тест до 12 грамм. Естественно, это тубуляр. Верх честный, с 12 граммами она справляется отлично. И последнее удилище на данный момент в обновленной линейке Bluebird это 832 MLT. Длина 2,51, тест до 16 грамм. Это уже мощное удилище с мощным комлем, которое подходит для ловли достаточно крупной рыбы с дальних дистанций. Также эти две легкие модели отлично подходят для лайтовой береговой ловли в море, как на мягкие приманки, так и джиггингом различных групперов, снайперов и тревалей. Итак, подытожу. Самое большое отличие новых птичек – это их специализация. Теперь это не просто удилище для новичков, это профессиональный инструмент для микроджига и легкого джига. И главное – бюджетный. Если у вас есть старый Bluebird и вы задумывались о апгрейде на что-то выше уровнем, то новая синяя птичка может быть таким апгрейдом. Это не просто очередное обновление дизайна, а это качественный скачок вверх. Жду ваших вопросов в комментариях и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры и новые видео. Пока!